Здравствуйте, уважаемые коллеги, вас приветствует Мир Модели, меня зовут Павел. Сегодняшняя наша встреча посвящена обзору новинок, пришедших в наш магазин. Давно очень производители не радовали любителей 144 масштаба. И вот компания «Звезда» выпустила вот такую вот замечательную новинку. Это модель пассажирского авиалайнера Ту-204, с индексом 100 в масштабе 1 к 144. Ну что, хотелось бы небольшую историческую справочку я дам. Эта машина разрабатывалась в ОКБ Туполева для замены широко известного Ту-154. Это среднемагистральный пассажирский узкофюзеляжный самолет, рассчитан на перевозку от 154 до 215 человек на расстояние 4,5–5200 километров. То есть среднемагистральная такая вот машина, которая должна была заменить с большей немножко дальностью и с более лучшим уровнем комфорта, соответственно, заменить знаменитый Ту-154, который уже близки к полностью своему моральному износу. Их уже пора менять. Значит, самолет отличался высокой степенью автоматизации, применена на нем была электrodистанционная система управления, полное управление двигателями. Пилотская кабина была оснащена новыми навигационными приборами, жидкокристаллическими дисплеями. В принципе, это абсолютно новая машина. Где-то порядка разрабатывали его в 90-м году. В 96-м году началась его опытная эксплуатация. Выпуск его в данный момент на сегодняшний день составил 86 единиц. В настоящее время на октябрь 2017 года в строю используется 43 вот таких вот Ту-204. Небольшими сериями выпуск этой машины продолжается. Есть даже экспортный вариант, грубо говоря, там Ту-204 с небольшой модификацией, по-моему, индекс у нее 120. Это самолеты с импортными двигателями, по-моему, там стоят Rolls-Royce и импортная электроника, БРЭО, бортовое радиоэлектронное оборудование. Я, в принципе, все здесь сказал. Значит, могу сказать одно, что очень ждали эту новинку, потому что самолет интересный. Суперджет. У нас есть Ту-134, Б-2, Ту-154. Теперь у нас есть еще и различные Боинги выпускает. И вот «Звезда» продолжает эту же линейку. Выпустила вот такой замечательный Ту-204. А теперь традиционно заглянем в коробку. Вот такая вот замечательно исполненная коробка. Вот, как обычно, на лицевой стороне сама, так сказать, модель. Значит, здесь самолет в раскраске, или как его любят говорить многие модельисты, в ливрее компания Red Wings. Вот здесь вот на задней стороне коробки небольшие технические данные и, так сказать, модель, собранная непосредственно сборщиком компании «Звезда». И на торце вот этой коробки, как обычно, несколько самолетов, которые выпускает компания «Звезда». Теперь рассмотрим внутренности, грубо говоря, внутреннее содержимое коробки. Традиционно мы рассматриваем сначала это непосредственно инструкцию. Инструкция, понятно, здесь небольшая. Две версии здесь. Одну в полетном режиме, вторую, грубо говоря, на шасси. Тут деталей довольно-таки немного. То, что входит, опять же, можно по литникам проверить, что у нас входит, чего у нас нету. Судя по всему, по цвету, выделенному вот здесь, можно определить, что подставка в набор не входит. Подставки можно приобрести отдельно, компания «Звезда» их выпускает. Подставки очень широкие, очень устойчивые, многие даже используют их для 48-го масштаба. Небольших самолетов, в принципе, они довольно-таки устойчивые и очень хорошо смотрятся на них. Так, теперь мы рассмотрим, понятно, литники фюзеляжа. Опять же, традиционно те, кто собирал данные модели, понятно, что иллюминаторы в виде таких вот прозрачных секций, они вклеиваются внутрь до покраски. Естественно, аккуратное, тонкое, четкое литье. Этим «Звезда» славилась не только на этом Ту-204, и Боинги их, и Ту-154.
суперджеты, они все как бы вызывают довольно-таки положительные эмоции у моделистов, собирающих данные модели, потому что модели очень высокого уровня, не уступает компании Revell в данном случае, и очень знаково интересно сделано. Могу сказать одно, что сам собирал Ту-154, собирал на заказ, и могу сказать одно, что после 32-го, конечно, все довольно-таки мелковато, но очень понравилась расшивка, аккуратненько, четко, без переливов, крой очень аккуратный, тонкий и довольно-таки устойчивый. Вот крыло. Модель, в принципе, небольшая, можете посмотреть, где-то порядка, а что у нас тут прямо даже есть, 32 сантиметра она будет в длину, ну и размах у нее будет 27 сантиметров. То есть вот такой вот небольшой самолетик. Здесь элементы мотогондол, шасси, задние элементы кабины, ну, также различные обечайки двигателя, внешние, как бы турбина, внутренние выхлопы и так далее. Вот, так что литников очень немного. Ну и компания прилагает вот такая вот шикарная вот раскраска, цветная, так сказать, инструкция, прилагаемая для нанесения, именно оформления, как уже многие говорят, в ливрее Red Wings. Значит, это вид сбоку, с правого и левого борта, ну и здесь вид сверху и снизу. И вот такая вот замечательная дается декаль. Декали большие, есть некоторые элементы, они разделены на несколько секторов. Вот, я думаю, что придется людям, которые будут переводить такие большие элементы, воспользоваться специальными жидкостями типа томиевского Strong для борьбы с декалями, потому что я думаю, что декали это надо будет уложить, чтобы они легли очень хорошо на поверхность. Вот, уважаемые коллеги, такая вот замечательная модель вышла у компании «Звезда». Спасибо ей за это. Вот, самолет небольшой, но поскольку компания «Звезда» продолжает развивать тему того, что улетает в 144 масштабе, любители пассажирской авиации скажет ей большое спасибо. Ну, что хочется сказать, что у нас есть в данный момент для того, чтобы купить вот эту модель, она находится сейчас в наших магазинах. Ну и традиционно, для того, чтобы, так сказать, немножко разнообразить, в данный момент у нас в нашем магазине имеется компания Pass Decals. Вот она, значит, можно это же Ту-204 оформить в цвета компании Сибирь. Вот. И также есть остекление кабины пилота, тоже в виде декали. Так что вот такая замечательная новинка. Спасибо компании «Звезда». Ждем замечательных новинок в дальнейшем. Спасибо им большое. Ну, а с вами по традиции был Мир модели. Меня зовут Павел. До новых встреч.